Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Плотников, я финансист. И сегодня я расскажу вам, что будет происходить с американской мировой экономикой в ближайшие 2 месяца. Инфляция в США в марте достигла 8,5%, что является рекордным уровнем аж с 1981 года. Показатель этот держится выше таргетируемого уровня в 2%, уже больше целого года. Если посмотреть на историю, а финансисты, по идее, должны все-таки это делать и анализировать ретро-данные, то никогда не было такого, именно чтобы инфляция была выше 4%, а безработица при этом была ниже 5%. И чтобы в ближайшие 2 года, допустим, у нас после вот этих всех сочетаний факторов и прочих равных, у нас не наступила огромная рецессия. Я бы назвал ее даже великой рецессией. При высокой инфляции денежные потоки, генерируемые огромными компаниями, корпорациями, такими как Tesla, Apple и так далее, становятся все дешевле и постепенно обесцениваются. И инвесторам, то есть вам, резонно нет никакого смысла вкладывать деньги в рисковые активы. Допустим, это будут акции по сравнению с облигациями. И что происходит в таком случае? В таком случае многие мировые инвесторы вкладываются в бонды, то есть в облигации. Эти бонды дадут ту же эффективность, и не нужно будет переживать, допустим, за какую-то волатильность и за какой-то риск просадки по вашему капиталу. И что мы видим? Мы видим последние полгода рост доходности казначейских облигаций по десятилетним бандам. Она выросла практически до 3%. А теперь давайте поговорим про ужесточение денежной кредитной политики. Систематическое на каждом заседании Федеральный резерв постепенно начинает повышать ставки. Сворачивается долларовая ликвидность, и он действительно считает, что этой ликвидности нужно принести конец. Это приведет к полной переоценке абсолютно всех активов и компаний. На фондовом рынке США сейчас наблюдается огромный пузырь. Значение и рост ВВП страны резко вообще не поспевают за значениями и ростом корпоративных индексов, отчетностей, прибыли компаний. Главной проблемой, на мой взгляд, для Федеральной резервной системы США как раз-таки будет являться сокращение разрыва вот этого между показателями числа рабочих мест и занятости населения. На самом деле Федрезерву необходимо сейчас ужесточить финансовые условия в вот этой достаточной мере для сокращения числа новых вакансий, не спровоцировав при этом резкого роста безработицы. Добиться мягкой посадки экономики США, я думаю, вероятно, скорее всего, будет очень сложно. Поскольку исторически быстрое сокращение расхождения между как раз-таки показателями числа рабочих мест и занятости сопровождался очень часто именно рецессией. Резкое сокращение положительной дельты между доходами и расходами американских домохозяйств. Это очень важный момент на самом деле. В последнем отчете четко видно, что американцы практически в ноль тратят весь свой доход. У них просто совершенно не остается денег для инвестирования. Чем обычно и славятся американцы, потому что они очень много инвестируют. При этом основные статьи расходов на сегодняшний день приходятся как раз таки на питание, жилье и транспорт, которые в свою очередь существенно выросли за последнее время. Мы видим кратный рост фьючерсов на продовольствие, также на энергоносители и на промышленные металлы. Последняя макростатистика указывает нам как минимум на замедление роста экономики, а в некоторых случаях на резкое ее сокращение. Так, допустим, продажи новых домов на вторичном рынке сократилось на 30% за последние полгода. Расходы на товары длительного пользования сократились на 25%. Я уже не говорю о всевозможных индексах, PMI, индексы доверия потребителей при завершенных продажах. Все они в последнее время хуже прогнозов. Последние корпоративные отчеты, которые мы уже успели увидеть в этом сезоне, говорит нам о замедлении роста многих компаний. А последний плохой отчет компании Gap Incorporated, один из основных игроков массового ритейла, указывает нам на первое – замедление трат домохозяйств, второе – это закредитованность компаний среднего класса как следствие, и третье – увеличение доли долга по отношению к капиталу компании, то есть дебет к кредиту.
А теперь давайте разберем индекс S&P 500. Видно, что график пробил MA50 впервые со времен пандемии. Произошло это около 1,5 месяцев назад. Затем случился ожидаемый отскок за MA500 и вновь под него. Это говорит о закреплении. То же самое касается значимого уровня 4270 пунктов, который пробили также 1,5-2 месяца назад. Отскочили буквально 22 числа и закрылись под уровнем. При этом за прошедший торговый месяц индекс потерял порядка 8%. Классика в техническом анализе — это пин-бар наверху и последние 3 недельные свечи, бары все абсолютно падающие. Следующий важный уровень 3960 пунктов. Сейчас, возможно, залип на уровне синей линии сотой до следующего заседания Федеральной резервной системы США и накопил энергию для дальнейшего движения именно вниз. Но уже сейчас четко видно зарождение понижательной структуры рынка. Выстроив по техническому анализу цели, я увидел, что средние между двумя целями плюс и минус совпадают с ценами индекса до объявления пандемии. Это натолкнуло меня на мысль обнуления рынка и возврату в исходную точку, которой и является очень значимое значение 3400 пунктов по индексу S&P 500, то есть зеленая линия. А теперь немножко поговорим о психологии. Люди в США за последние 2 года уже так сильно привыкли к бесплатным легким деньгам, что уже не знают, куда их деть. Думая о том, что так будет постоянно, человек тратит все больше и больше и больше, не обращая никакого внимания на риски. И когда происходит обратное, а сейчас таких денег дешевых уже американцам не видать, то человек начинает паниковать и быстро перестраиваться от хорошей жизни к плохой становится довольно-таки непросто. Со всеми вытекающими из этого последствиями мы можем рассуждать о том, что в последнее время именно биткоин очень сильно коррелирует с индексом S&P 500. И если падает S&P 500, то и падает за ним и биткоин ниже. Опять же, не является инвестиционной рекомендацией. Китайский рынок именно уже сдулся последние 2 года и постепенно, очень, кстати, технично и классно они его сдувают. Российский рынок акций тоже сдулся за последние буквально 3-4 месяца. Следующий на очереди — это европейский и американский рынок. Сдувание этих пузырей и экономики должно происходить, по идее, не так болезненно и не так токсично. Но, к сожалению, и к тому, что я сейчас вижу на рынке, именно постепенное сдутие американского пузыря никак уже практически невозможно. И я думаю, что следующие 2 месяца нас ждет очень сильная рецессия и большое такое приличное падение по индексу S&P 500. Если вы хотите больше полезного аналитического видео, то ставьте лайки, пересылайте своим друзьям и ставьте комментарии, согласны вы с моей теорией, либо не согласны. Подписывайтесь на мой канал и до встречи!